Пока я работала над материалом об атамане Галаке, мир на наших глазах переворачивался вверх тормашками. Я слушала растерянных экспертов, читала комментарии, думала о том, что старые болячки демократии, о которых не рекомендуется говорить вслух, снова вылезли наружу. А ведь всему есть причина и следствие, как учил нас еще Будда Шакьямуни. Есть, конечно, отдельные эксперты, которые не удивляются происходящему, но не все их слушают, потому как говорят заумно, и их голоса тонут в общем потоке изумляющихся. Поэтому пришла пора и нам с вами для себя уяснить, в какую сторону повернулось колесо сансары и почему. Ведь то, чему мы сейчас свидетели, это закономерный результат прошлых деяний. И самое ужасное, что именно Украина оказалась в эпицентре этого хаоса, хотя кашу эту заваривала не она. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Начнем прямо совсем издалека. Что бы там ни говорили, но современные люди – один из видов царства животных. Правда, человека ученые включают в отдельную ветвь, потому что разум типа у нас, мораль опять же, а не только инстинкты, но это все детали. Суть дела это не меняет. Мы один из видов животных. И когда-то, в один прекрасный момент, какой-то примитивный десятиклеточный организм догадался, что не обязательно ждать милости от природы, чтобы добыть энергию. Харе уже надеется на солнышко, которое то появляется, то исчезает. А можно добыть энергию элементарно. Просто схряцать другой организм, который пробегает мимо тебя с готовыми белками, жирами и углеводами. С этого все и началось. С этого момента весь живой мир разделился на хищников и жертв. И мы, естественно, хищники. Мы можем есть почти все бегающее и ползающее на земле, от сверчка до слона. Было бы желание. И когда появились люди, то они между собой тоже разделились на хищников и жертв, но об этом позже. И все эти виды животных жили стаями, прайдами, стадами, роями, косяками, отарами, табунами, а люди – родами, общинами, племенами. Но все эти группы объединяло одно – у них обязательно должен был быть вожак. Самый умный среди них, который бы ними управлял. А такие вожаки обычно сами себя назначали, понимая, что годятся на эту роль, а остальные шли за ними. И самое главное качество, которым должен был обладать вожак, это авторитет. Потому что авторитет, репутация лидера – это основа выживания любой социальной группы. Если авторитет вожака высокий, то племя беспрекословно выполняло его приказы и безоговорочно подчинялось. И на первоначальном этапе у людей были отличные авторитетные вожаки. Раз они выжили и их не слопали другие виды хищников. Вожак племени – это высший социальный ранг. Он в ответе за всех своих подопечных. Вожак решал вопросы, где лучше стоянку сделать, где охотиться. Вожак видел способности каждого насквозь и решал, кто будет охотиться, кто ягоды собирать, а кто детей нянчить. Он же устанавливал внешние связи с другими племенами, вел с ними переговоры. Но подробности, как это было среди людей, мы не знаем. И никто не знает. Зато мы знаем, как пронесла через миллионы лет свою организацию другая категория хищников, которая, несмотря ни на что, выжила. И как их не истребляют, а они даже и не в Красной книге. Это волчья стая. Сегодня в мире насчитывается около 300 тысяч волков, несмотря на все эти варварские их отстрелы. Тогда как львов сохранилось только 30-40 тысяч, а тигров вообще около 6. Как волки выжили? Именно благодаря идеальной организации стаи. Благодаря тому, что живут по понятиям, и еще потому, что когда-то решили держаться от человека подальше, иметь с ним минимум контактов. Волчья стая – образец выживания. Там каждое животное подчиняет свои личные интересы интересам всего коллектива. А выживает, как мы знаем, не столько самый сильный, сколько самый умный. И вожаку стаи, точно как когда-то вождю человеческого племени, приходится организовывать охоту, принимать решения о разделе добычи. А самое главное – следить, чтобы в веренной ему стае царил мир и покой. Мир и покой.
Управление стаей происходит без силовых приемов. Все четко организовано, роли распределены. Никто никого не удерживает, но почему-то все выбирают совместное существования. Волки, убив оленя, сразу же прекращают охоту. Только голод заставляет их снова приняться за дело. Но непродолжительное отсутствие пищи они переносят достаточно легко. Что делает волк, если не охотится? Правильно, радуется жизни, отдыхает, отрабатывает приемы охоты. А в моменты опасности только лидер принимает ответственное решение, остальные члены стаи беспрекословно выполняют его распоряжение. Все это красиво звучит, но в реале, естественно, встречаются и плохие вожаки. А плохие – это вечно угрюмые и непредсказуемые, которые по пустякам придираются, вечно чем-то недовольны, и в стае создается нездоровая атмосфера. И что? С таким вожаком не церемонятся. Его или выгоняют к чертовой матери, или просто умножают на 0. Поэтому можно представить, что и у людей изначально было примерно так же, пока они бродили по лесам, потому что выжили. С переходом к оседлости население резко увеличилось, и с лидерами стало все намного сложнее. Но, как утверждают историки, в Месопотамии в ранний династический период, когда существовали шумерские города-государства, то эти города мирно сосуществовали, и правители их более-менее были адекватными, а их полномочия ограничивал совет старейшин. Но это было недолго. Население все увеличивалось и понеслась. И так как в правители все чаще стали попадать случайные люди, профаны, то они научились сначала захватывать власть, а потом за нее цепляться руками и ногами, а совет старейшин превращать в декоративные посиделки. Но самое главное, что придумали эти захватчики, это передавать власть по наследству своим детишкам, что вообще абсурд. И появились цари, падишахи, а при них уже не шаманы, а жрецы, муфтии, визири, священники, а вместо совета старейшин особо приближенные друзья и родня. Таким образом, правители получали неограниченную власть, от которой нередко слетали с катушек. И эти цари, короли и падишахи, и же с ними и стали каламутить этот мир. Потом очередной наследник не справлялся со своими обязанностями, устраивал Содом и Гоморру, его скидывали или вообще снимали с пробега. К власти приходит другой род, и все по кругу. А почему так? А потому что постепенно, с развитием общества, так получилось, что люди разделились на 3 основные категории. Причем ни от национальности, ни от пола, ни от расы, ни от образования не зависит, в какую категорию они попадают, а только от среды, в которой они воспитывались, от восприятия ними мира и понимания своего места в этом мире. Очень условно мы разделим их по процентам, но от страны к стране, от нации к нации этот процент, естественно, меняется. Можете предлагать свою арифметику. Процентов 15 – это строители, созидатели. Их отличают здравый смысл и любовь к порядку. Основное их качество – моральность. Строители отчетливо различают, что такое хорошо, а что такое плохо, что правильно, а что неправильно. У них есть ясное представление о добре и зле. У них развит нравственный самоконтроль под названием совесть. Внутренний голос предостерегает их от совершения неблаговидных поступков. Созидатели улучшают этот мир, свои интересы они ставят ниже, чем интересы общества, но здорового общества, потому что коммунисты тоже придумали моральный кодекс строителя коммунизма, цель которого была сохранять и поддерживать их больное образование. Так вот, созидатели куда ни попадут, в начальники отдела, завода, министерства, у них все спокойно работают на каждом уровне. Эти строители умеют по способностям распределить обязанности своих подчиненных. Если это руководитель страны, то он делает все, чтобы его страна процветала.
Созидателями могут быть и диссиденты в больном обществе, например, Владимир Буковский. Как-то он рассказывал, что когда попал из советской тюрьмы на Запад, то уже в 90-х, 2000-х годах встречался с западными высокопоставленными чиновниками и пытался до них донести, что Россия – это далеко не демократическое государство, а даже наоборот империя зла. Но те ему толдычили одно и то же. Ну как же, ну там же демократические выборы проходят и все такое. Но когда Буковский продолжал их давить фактами, то те высокопоставленные чиновники только разводили руками или лепетали. «А что я могу сделать?» «Как что?» – говорил Буковский. «Вы же высокопоставленный чиновник. Начните менять реальность». А тут опять что-то пытался лепетать. И тогда Буковский им говорил: «Я, когда был диссидентом, не сидел сложа руки, а менял реальность, менял этот мир. Вот и вы создаваете новую реальность с вашими же возможностями. Так что запомним, созидатели меняют реальность, создают новую реальность в интересах общества за счет личных интересов, как это мы видим в случае с Буковским». Далее, опять же условно, примерно 15% это разрушители, которые куда ни попадут, все идет крахом для общества, семьи, коллектива, но удовлетворяет потребности самих разрушителей. Совесть у разрушителей – понятие абстрактное, они не знают, что это такое. Их невозможно ни перевоспитать, ни вылечить. Про таких говорят, как с гуся вода. Они циничны и или открыто демонстрируют свое пренебрежительное и презрительное отношение к нормам морали, или тщательно скрывают свою сущность под маской нормальности, которая настолько бывает убедительна, что вводит в заблуждение даже опытных психологов. Разрушители непробиваемы, непотопляемы и неуязвимы, и абсолютно равнодушны к правам и страданиям других людей, потому что озабочены только своими собственными интересами. По сути, разрушители – это моральные уроды, и их любимое выражение: «Ой, ты наивный, ты веришь в справедливость, это жизнь, тут так все устроено, надо успеть пожить для себя любимого, все остальное – фигня». Само собой разумеется, что приход к власти разрушителя заканчивается войнами, всякими ужасными жестокостями, чужих жизней они не жалеют, и это именно они, придя к власти, за нее цепляются зубами до последнего, потому что знают, что иначе их или кокнут, или посадят за решетку. Но что плохо для общества, так это то, что в отличие от созидателей, которые не ставят своей целью группироваться, разрушители легко находят друг друга и образовывают преступную шайку, коррупционную мафию или же политическую партию. В качестве примера мне вспомнился агроном Каморный, ссылка на видео вверху, как яркая иллюстрация разрушителя. Послушайте, что он творил, но при советской системе ему все сходило с рук, потому что у власти, собственно, находились коммунисты-разрушители, и он там себя чувствовал, как рыба в воде. А все остальное население, примерно 70%, это инфантилы различной градусности. То есть характеристика эта присуща всем, но у кого-то инфантилизма больше, у кого-то меньше. И, соответственно, понятие о добре и зле в их душах тоже варьируется. Если в общем, то инфантилы – это на вид взрослые люди с мироощущением ребенка. Главная их особенность – неспособность нести ответственность за свои действия. Своих ошибок они не признают, у них на все есть готовая отговорка. А Россия все равно напала бы, а тут кандидат в президенты им обещал понизить тарифы, а другой остановить войну. А я так сильно верила мужу, депутату, свату, брату, а теперь очень расстроена, ведь они не оправдали моих надежд. Инфантилы быстро очаровываются и с такой же скоростью разочаровываются. Они всегда находят кого-то взрослого, кто должен решать их проблемы. Может, это будет государство, может, это будет начальник, или муж, или жена, или папа,
папа, мама, какие-то злые или добрые силы, или сам Господь Бог, Божья Матерь, но всегда им должен кто-то помогать извне. Вот пусть они сядут и договорятся, это оттуда. Они легко подпадают под влияние пропаганды, строят замки на песке и никогда не несут ответственности за то, что творится вокруг. Инфантильный человек не может и не хочет принять объективную картину мира и понять свое реальное место в ней. У них синдром главного героя, им кажется, что весь мир должен крутиться вокруг них. Инфантилы считают, что эта вселенная должна изогнуться так, чтобы сохранилась его картина мира. Запомним это. Вселенная должна изогнуться вокруг инфантила, чтобы сохранить его картину мира. В обычной жизни такие люди часто добиваются неплохих результатов за счет своей настойчивости, но в случае глобальных проблем инфантилизм убивает, потому что геноцид, ураган, цунами, войну невозможно победить верой в то, что произойдет чудо, и все обстоятельства, угрожающие их жизням, внезапно исчезнут сами по себе. Вот он скоро умрет, и все закончится. Или я простой человек, я не хочу интересоваться политикой, я хочу заниматься своими делами. Это классический инфантилизм. Ну и сами инфантилы разделяются на 3 подкатегории, как мы говорили, в зависимости от градусности уровня морали в их душах. Часть из них завидует разрушителям. Если считать коррупцию раковой опухолью любого общества, то они находят оправдание этой раковой опухоли и мечтают нею стать. Ну и что он взяточник? Сумел же нахапать, а у меня вот не получается пока. Вот тот незаконно построил здание на месте сквера. Эх, сумел! Уровень морали у таких инфантилов очень низкий, но часто по свойствам характера воплотить в жизнь все свои хотелки у них не получается. Зато они охотно прислуживают разрушителям на побегушках, подбирают объедки с их стола. И если разрушители это моральные уроды, то назовем таких инфантилов слугами уродов. Еще часть инфантилов тяготеют к созидателям. Они достаточно моральны, способны внять разуму, понять вовремя угрозу и помогать строителям, хотя бы для спасения самих себя. Назовем их подрядчиками. У самих подрядчиков не хватает качеств стать строителями, но они уважают созидателей, придерживаются базовых понятий о добре и зле. И остальные инфантилы – это ни Б, ни М, ни кукареку. Им все параллельно, они живут в своем мирке, им что травка, что коровка. Они плывут в этой жизни по течению и не способны на активные поступки. От такого человека нет вреда обществу, но и пользы тоже нет, потому что у них отсутствует четкая жизненная позиция. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И теперь возвращаемся в то время, когда правители придумали передавать власть по наследству, которые в большинстве своем были или инфантилы, или разрушители. Но проблему люди осознавали, что что-то идет не так. В разных странах древнего мира пытались все-таки решить этот вопрос по-разному. И первое, что до нас дошло, это избирательное право в Древней Греции. Но я думаю, что и они не первооткрыватели, а где-то подсмотрели. Сами что-то дотумкали и решили, что правителя надо все-таки выбирать. И афиняне тогда установили, что править ними должен гражданин и мужчина. Вся эта процедура была направлена на то, чтобы не допустить к власти разрушителей или их сторонников, слуг уродов, потому что навидались, что творится вокруг, когда такие приходят к власти. И кандидаты на пост проходили мега тщательную проверку, которая гарантировала, что гражданин достоин занять должность, на которую он претендует. Но самое интересное для нас это то, что право голоса имели только те афиняне, кто имел статус гражданина, достиг возраста 20 лет и отслужил 2 года в армии, а также сыновья родителей граждан. Списки голосующих регулярно обновлялись. Те граждане, которые не заботились о своих пожилых родителях, уклонялись от участия в военных походах, или те, кто промотали собственное имущество, права голоса лишались. Таким образом, афиняне избавлялись от избирателей инфантилов и
опять же разрушителей. В итоге из 100 тысяч жителей полиса право голоса имели 15-20%, то есть четвертая часть. Именно они могли участвовать в народном собрании экклесии, которая отвечала за законодательную, исполнительную и судебную власть. Экклесии проходили аж 4 раза в месяц. В особо важных случаях, например, во время войны, собирались чаще. Участие в экклесии было одновременно правом и обязанностью гражданина древних Афин. А что те древние инфантилы? Сильно нервничали, что у них нет права голоса? Абсолютно нет. Им это право было до лампочки. Им лишь бы жить своей спокойной, мирной жизнью. А мы помним, как в 2015-м, наблюдая над тем, что Россия творит в Украине под видом защиты русскоязычного населения, Латвия пыталась себя защитить и постановила, что право голоса имеют только граждане. И тогда Европа взвыла диким воем. Как это так? Почему это каждый 8-й житель Латвии не имеет права участвовать в выборах и работать в госуправлении? Многие русскоязычные ведь и умирают, так и не получив гражданство. Что таким образом делала Европа? Правильно, играла на стороне разрушителя России. Но после Древней Греции институт выборов практически исчез на сотни лет. В мире воцарился абсолютизм, и потребности в выборах в государственные органы просто не возникало. А когда цари и короли уже дошли до того, что стали своих детей ставить у кормила власти, когда они начали вырождаться и беспредельничать, тогда европейцы схаменулись и стали ограничивать власть своих правителей парламентами, сенатами и конгрессами. И вот наступил 19 век, и появились леваки. Мы помним всяких якобинцев, Марата, Робеспьера. Это леваки, которые дорвались до власти и устроили диктатуру во Франции и страшный террор. И после этого леваки стали маргиналами и поняли, что больше власти им в ближайшем будущем не светит. И что делать? Им пришла в голову гениальная идея. Чтобы попасть во власть, надо дать право голоса инфантилам. А это же бездонная бочка. Это работяги, женщины, дети и иже с ними. И стали они этих инфантилов накачивать и бить в их болевые точки. А тут еще техническая революция, положение рабочих и женщин было отвратительным, капиталисты в погоне за прибылями использовали и детский труд. И под шумок борьбы за права трудящихся в виде 8-часового рабочего дня леваки боролись из-за их права голоса. Так вас за людей не считают, за вас все решают, за вас центр мироздания. И попали в яблочко, что называется. Ключевые слова здесь: кто был ничем, тот станет всем. И вот такая статистика. Например, в Великобритании процент людей старше 20 лет, имеющих право голоса, менялся вот таким образом. В 1831 он составлял 4% населения, а через 100 лет уже 97%. В Нидерландах в 1800-м электорат включал всего 12% взрослого населения, а через 100 лет этот показатель вырос до 63%. И всеобщее избирательное право стало священной коровой демократии. Ленин сразу вкурил это окно возможностей и, чтобы прийти к власти, использовал инфантилов среди рабочего класса. Он вытащил из сундука лозунг Карла Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Гитлер пошел дальше: один народ, один рейх, один фюрер. ФСБ пошло по пути Гитлера. Они слезали его лозунг, вот посмотрите. Ага, дамы, до 19 века женщин пытались не допустить до избирательной урны всякими ограничениями, имущественным цензом, положением в семье, обществе. Помните это Киндеркюхе-Кирхе? А в то патриархальное время среди дам-инфантилов было подавляющее большинство. И тогда запустили в народ всяких феминисток, суфражисток, которые открывали законную дорогу разрушителям и слугам уродов к власти. И это сработало сразу же по полной программе в Германии. Нацисты спокойно совершили политический взлет в рамках законных процедур.
В сентябре 30-го на парламентских выборах нацисты получили 18% голосов. Постарались в этом, кроме всего прочего, суфражистки, а также безработные. Вот они стоят в очереди на избирательные участки. Но чтобы инфантилы не чувствовали себя виновными, чтобы и дальше их юзать, для них придумали термин «протестное голосование», который работает до сих пор. Виноваты не инфантилы, которые приводят к власти моральных уродов. На них нельзя ответственность возлагать, они этого не любят. Виноват тот, кто проиграл выборы. А вы ни при чем, вы нам и дальше понадобитесь. Мы не дадим вам выйти из вашего младенческого состояния безответственности. Понятно, что куча нацистов в Рейхстаге неприятно удивили благоразумных немцев, особенно тех, кто понимали, что нацистская партия экстремистское, маргинальное движение, похожее на якобинцев. Но властям Германии приходилось считаться с партией, которую поддерживают эти простые немцы. А нацисты почувствовали, что у них все на мази, и быстренько продавили 30 января 1933 для Гитлера пост канцлера. И в том же 1933 они отобрали у немок избирательные права. Почему? А потому что кто-то еще мог использовать этот драгоценный ресурс, навешать барышням новые лапши на уши и завоевать их симпатии. Короче говоря, немцы ничего не могли сделать с Гитлером, потому что он был законно выбранный народом. Duly elected by German people. А это же святое. И тема работает до сегодняшнего дня. Захватил разрушитель власть и прощайте Конституция. По ней топчутся сколько заблагорассудится. Инфантилы, молчаливые созерцатели. Им все по барабану. Они ждут манны небесной, а созидатели со своими подрядчиками и не в счет. Им можно предложить отказаться от гражданства, на них можно санкции наложить, все силовые органы работают на разрушителя. Разумеется, что умные люди и тогда все это понимали, масса есть высказываний против этого всеобщего избирательного права, но кто их слушал? Лучший аргумент против демократии – это пятиминутная беседа со средним избирателем. Кто сказал, это не важно. Главное, что это правда. Таких высказываний можно кидать в вагон и маленькую тележку. Вот наши современники рассуждают на тему, как может работать демократия, если 10 дураков могут переиграть 9 мудрецов. Тогда это квазидемократия и совсем ведь не похоже на Древнюю Грецию, правда? А где заложена мина современных квазидемократий? Первая мина мы уже уяснили во всеобщем избирательном праве. Эта мина не только пропускает во власть всяких негодяев, но и развязывает им руки, и они быстренько становятся диктаторами. Вот книжка турецкой журналистки, которая размышляет, как быстро демократия может стать автократией. За 7 шагов. И вот эти шаги, и третий: спрячьте стыд, аморальность – это круто. И такое мы наблюдаем на наших глазах. Чтобы расшатать моральные устои землян, оправдать подлость и предательство в большой политике, они придумали термин «реалполитик». То есть политика, которая исходит прежде всего из практических соображений, а не идеологических или моральных. К черту мораль, примыкайте к нашим рядам, будет весело, хоть поржем. А другая мина в том, что выборная должность, она святая, это же народ избрал, то и свергнуть такого правителя может только народ. Значит, такой руководитель обязан отсидеть свой срок и делать все, что хочет, и неважно, что все его обещанки в первый день прихода к власти никто не помнит. Разрушители начинают с того, что подминают под себя законы, оппозицию и точно следуют этим 7 шагам. А инфантилы, которые их выбрали, уже давно занимаются своими делами, смотрят сериалы и иногда в платежке, ожидая обещанного понижения тарифов или цен на бензин. А когда созидатели, примкнувшие к ним подрядчики, пытаются свергнуть разрушителя, они не понимают, что происходит. Они прячут голову в песок, как будто не они все это заварили. У них нет ответственности за свои поступки. Им сказали, что это было протестное голосование. Все, мы не при делах. Вот посмотрите, как американский сенатор совсем недавно ставит вопрос о том, что их президент ведет какую-то
прокремлевскую политику и спрашивает, а не ФСБшный ли он агент, и как ему сразу затыкают I рот. wanted to ask, is President a Russian asset? Absolutely not, Senator. He's the President of the United States, duly elected by the American people. Иначе говоря, закройте варежку, duly elected by American people, законно избранный американским народом. Таким образом, сегодня все, что мы видим, это за что боролись, на то и напоролись. Это все плоды всеобщего избирательного права. Потому что в любой стране хотя бы периодически к власти должны приходить созидатели. Созидатель бы свежим своим взглядом изучил обстановку и действовал как геополитик, то есть постарался бы устранить проблемы и улучшить положение своей страны, региона, обезопасить страну в контакте с союзниками и что поделать, найти точки соприкосновения с автократиями. Но давайте посмотрим на последние 50 лет то, что в поле нашего зрения. Последний созидатель в квазидемократиях был Рональд Рейган. Президентство Рональда Рейгана славится улучшением экономики страны, преодолением экономического кризиса, антикоммунистической политикой, введением доктрины Рейгана и системными реформами. Рейган модернизировал армию и, что самое главное, называл вещи своими именами. СССР – это империя зла и точка. Потому что Созидатель четко понимает, что такое добро и зло. У Созидателя мир черно-белый, а всякие оттенки эти ваши, что не все так однозначно, это попытка расшатать моральные устои у населения. Но после Рейгана все грустно. 35 лет в демократических странах правили инфантилы разных калибров. Этому способствовала неплохая экономическая обстановка. Демократии разленились, потеряли нюх. Ими ФСБ крутила как цыган солнцем. Но инфантилову власти можно перетерпеть один срок, от силы 2. А когда все демократии поражены инфантилизмом, то автократии понимают, вот легкая добыча, а давайте их протестируем на устойчивость. И когда в России к власти пришел разрушитель, то мы помним, как демократические лидеры кинулись в его распростертые объятия и как дети клюнули на все эти улыбочки, ужимочки, обещания и жрать его отравленные карамельки. Единственное, кто распознал разрушителя, это незабвенный Джон Маккейн, который тоже выдвигался на пост президента, но мудрый американский народ его прокатил и в 2000 году, и в 2008. На кой ляд он нам нужен, думали простые американцы. Все же спокойно, мы великая страна, рядом наш прекрасный океан. А Раша, говорят, тоже демократия ж теперь. Опять же балет, Достоевщина, перезагрузка, миру мир. Хорошо сидим, нафига нам твои системные реформы? А вдруг еще окажется, что Россия тоже империя зла? А если бы за эти 35 лет пришли к власти хотя бы пара-тройка созидателей, то, конечно, они бы не позволили коллективному Западу самоуспокаиваться. Созидатель бы оглянулся вокруг и сказал: ребята, давайте проанализируем наследие великого нашего Черчилля. Помните его Operation Unthinkable? Тогда она ему не удалась, американцы его не поддержали, но идея была такова, что западный мир должен вплотную граничить с империей зла. И сейчас это граница Украины и Белоруссии. А теперь и воевать не надо, а просто взять эти страны в зону нашего влияния. Это неразумно держать Белоруссию и Украину как буферную зону. Буферные зоны, они нестабильные, они притягивают империю зла. А в России демократией не пахнет, не обманывайте себя. Они замыливают нам глаза всеобщими демократическими выборами, а там чистая автократия. Давайте послушаем диссидента Владимира Быковского, он же умный человек, знает, что говорит. А другой бы созидатель сказал бы лет через 10, ладно, Белоруссию мы прохуякали, но Украина борется. Посмотрите, с 2005 года она просит нас, разнеженных дураков, принять их к себе. Давайте возьмем ее в наши ряды, пока не поздно. Нам же выгодно забрать ее под свое влияние, укрепить в военном направлении. И тогда ФСБ даже в голову не придет нападать на Украину, а значит и мы будем чувствовать себя в полной безопасности. Вот такая картина мира, если называть вещи своими именами.
Не нашлось такого лидера на Западе, и имеем то, что имеем. Правда, Созидатель пришел к власти в Украине, но он не устраивал тогда ни Запад, ни Восток. И с ним расправились при помощи кого? Инфантилов, конечно же, кого же еще? Из категории слуг уродов и ни бе, ни ме, ни кукареку. И под конец давайте рассмотрим, как надо выбирать лидеров, чтобы система работала. Уже не на волках, а на человеках. И вот вам, пожалуйста, история о том, как часть нашего общества так самоорганизовалась, что волки им бы позавидовали. В 20-30-х годах прошлого века в тюремных учреждениях Советского Союза нашлись среди воров сильные личности, которые могли управлять процессами организации преступного мира именно за решеткой. К ним относились воры-медвежатники, квартирные и карманные воры. И чтобы выжить в условиях советского карательного режима, эти воры выработали понятия, направленные на то, чтобы поддерживать баланс между личной свободой и общим благом всех правонарушителей. Эти понятия они разделили на 3 категории: воровской ход, людские понятия и гадские. По названиям видно, что понятиям присуща четкость формулировок. В этом мире вещи называются своими именами. И именно Феня – это такой язык, где каждое слово соответствует содержанию. С детства помню: иду на бан, секу Майдан, кенты там угол вертанули. Тут нет экивоков, реал-политик. Не все так однозначно, тут сказал, как отрезал, ибо не то ляпнешь и салам алейкум. Все правила выверены годами, писались кровью, как инструкция по пожарной безопасности. Фундамент взаимоотношений – это именно понятия людские. Человек, придерживающийся людских понятий, называется добропорядочным. К ним причисляются мужики и братва. Судьбу добропорядочных людей решают воры. Воровской мир живет идеей и несет эту идею в массы и налаживает воровской ход как обязательное соблюдение блатными и мужиками воровских понятий о чести, о совести и справедливости в криминальном мире. Многие задают вопрос криминалу: ха-ха-ха, какие противоречия, какая у преступников совесть? Так и хочется ответить таким: у них вкупе побольше совести, чем у тех депутатов и президентов, которых вы выбираете. А совесть их – это для своей тусовки и немножко даже для нас, лохов и фраеров. В противовес добропорядочным имеется категория гадов, то есть тех, кто сознательно пошел против людских понятий. Это крысы, беспредельщики, те, кто сотрудничает с администрацией. За серьезные проступки, если кто-то обворовал сокамерников, настучал ментам, с них спрашивают как с гадов, и наказание – перевод в самую низкую масть. А свою же братву спрашивают по-братски за незначительный проступок, совершенный по слабости или по несознанке. Сначала проведут беседу, которая закончится или общественным порицанием, или предложением внести что-то в общак, или символической пощечиной. В общем, жизнь по понятиям, в сущности, это жизнь по совести. Не воруй своих, не оскорбляй, говори правду, выполняй обещания, соблюдай чистоту и аккуратность, и все в таком духе. Понятия основаны на морали, и тем, кто пойдет против морали, с теми разговор сначала длинный, а потом короткий. Вы уже уловили, что все это отличается от нашего с вами на вид правильного общества, в котором современные политики лицемерные и усиленно продвигают идеи антиморали, которые противоречат традиционным моральным ценностям в виде реал-политик и постправды. Такой вот казус. Антимораль она у нас в ментовках, и попробую спросить с мента, вся система станет за своего. Видео о Джумбери Силагави, что далеко ходить. Воры – верхушка преступного мира. Это законодательная, исполнительная и судебная власть.
Между добропорядочными и ворами огромная дистанция, которую обычному зэку не преодолеть независимо от количества ходок. При кастовой системе добропорядочные всегда ведут себя с оглядкой. Даже если кто-то и захочет сделать что-то нехорошее, то призадумается, потому что его легко выкинут в шерсть. Но существует и закон «не плодите шерсть», чтобы сначала дать возможность оступившемуся человеку исправиться. Из шерсти в более высокую масть дороги нет. И когда человек выходит на волю, то первое, что у него спросят, какой он масть. Это и есть вся его характеристика и сущность. А как стать вором? В каких университетах этому учат? Да ни в каких. Чтобы стать вором, надо просто обладать лидерскими качествами и авторитетом. То, с чего мы начинали наше исследование. Авторитет не купить ни за какие деньги. И опять же о точности формулировок. И мы знаем прекрасно термин «криминальный авторитет». Это тот, кто имеет полный контроль над другими членами организации. И его боятся и уважают за хитрость, умение стратегически мыслить, а также за личную смелость, стойкость, умение принимать и жестокие решения, которые позволяют вовремя очиститься от предателей. Вора ничего не должно было связывать, он не мог завести семью, ни в коем случае не сотрудничать с властями, не работать. Вор разруливал все ситуации. Последнее слово было за ним. У преступного мира есть общак, это типа бюджета, с помощью которого содержат всю эту систему, греют тех, кто в тюрьмах и в колониях, выдают выходное пособие освободившимся на первое время, чтоб хватило. Из общака оплачивают услуги адвокатов, помогают семьям, дают взятки или содержат на зарплате ментов и коррумпированных чиновников. Обычная история. И именно поэтому в черных колониях, как правило, порядок, мир и покой, справедливость, а в красных – ГУЛАГ. Так как президента над ворами нет, то высшим органом управления криминальным миром является сходка. На сходке воры принимают все организационные решения, как устно, так и в виде письменных обращений к преступному миру. Это воровские прогоны, малявы, ксивы. Также на сходках выбирают новых воров. При этом голос старого вора с 30-летним стажем равен голосу того, который получил это звание позавчера. Вот давайте заглянем на сходку, как это показано в фильме «Качели». Фильм этот создавался знающими людьми, там были консультанты с понятиями, поэтому можно верить, что приблизительно все так и происходит. Воры, ну сегодня мы собрались, ну все знают, наверное, по какому поводу. Ну потом мы затронем моменты лагерей, местные дерибасы. Вот у Наума пару моментов приколоть вот по этому городу. Но это потом. Ну... Воры, есть среди нас такой бродяга. Давно вхож в семью, и мое мнение, что он наш брат. И должен быть не рядом, а вместе. Слышал я о таком. Махарей звонил, отзывался добрым словом. Надыр с Баку звонил, созванивался, говорит, брат наш. Думаю, что есть ему место в нашей семье. Я уже его 7 лет знаю как вора. Помню, как он зашел первый раз в геносвале и кинул денег в казну. И сколько его не встречал, всегда с нашими братьями, всегда на ходу. Работал с ним в Одессе. Поляну стрижет. Профессии красавчик. Нашинский. С нашим братом Гогой дело входил. Гога мощный старик. Добрые слова тебе говорил. Помню, на трассе встречались. Запомнился босяцкими поступками и в работе не подведет.
Я его с детства знаю. Всю свою сознательную жизнь он всегда был с нами. И своими делами доказал, что он наш, родной. Он всегда помнил о нас, всегда уделял внимание. Я считаю, он должен быть в нашей семье и быть нашим братом. Антон, тебе слово. Я вор. Вор. Да, вор. А теперь представим, что вора выбирают всеобщим голосованием. И он, как последний сявка, бегает по колониям, по малинам и перед каждым петухом, фуфлыжником, шерстью унижается, обещая им греть чаще других, перевести в другую масть. А представьте дебаты вора с какой-нибудь шерстью, как шерсть прыгает перед Созидателем, кривляется, а толпа всяких фуфлыжников, красных, шнырей, шпаны, гадов, чертей улюлюкает в поддержку своего кандидата, а цель одна – добраться до общака. Не можете себе этого представить, правда? При всеобщей выборной системе воровская тусовка не протянула бы и пары лет. Да, сейчас она уже не такая, как была, другое время. Воры женятся, любовницы, бизнесом занимаются, поговаривают, что звание вора можно иногда купить, передать по наследству, но общак остается, гребы в колонию передаются, и как-то эта система функционирует, несмотря на репрессии. Когда в 90-х менты ломали воров, то это не для слабонервных. Это был полный беспредел, который творили законно избранные власти. Отсюда и пошла тюремная романтика, основанная на тяге человека к справедливости. Когда 15-летний парнишка из вполне благополучной семьи выходит в мир, полный лжи, беззакония, и видит, что родители его честные, хорошие люди, прекрасные специалисты, но им нет места в этой порочной системе. Живут бедно, не занимают достойного места в обществе, а у папы бездарный начальник, которому место в параше при нормальных раскладах, но он гнобит отца, а сам как сыр в масле катается. В сети полно таких интервью, где такие вот бывшие парнишки рассказывают, что именно тяга к братству и справедливости толкнула их примкнуть к блатному миру. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так что то, что сейчас происходит, это мы пожинаем плоды тех событий, которые заварились в XIX веке. Был такой политический заключенный в СССР Дмитрий Панин. Так он еще в 1983 году писал такие слова. «Только в силу доверчивости, самоуспокоения, взаимного разобщения созидателей, разрушители, действующие, надо отдать им должное единым фронтом, не рассматриваются как опаснейшие враги человечества. Их идеология, насаждающая красную чуму, не предана до сих пор анафеме, и ее сторонникам не объявлена тотальная борьба». Конец цитаты. Именно потому разрушители чувствуют себя комфортно в этом мире, в мире, где вещи не называются своими именами, в мире, где инфантилы исправно приводят к власти разрушителей и слуг уродов. Инфантилы не ведают, что творят, они каждый раз перед выборами чувствуют себя востребованными, центрами вселенной и важными персонами. А много ли надо им? Пакет гречки, подарочек копеечный, а все-таки внимание. Вот такая ситуация, живем теперь с этим. Посмотрим на мир глазами с учетом вышеизложенного. Домашнее задание: разберите каждого президента своей страны за последние 35 лет по его делам. Вспомните, почему вы голосовали за кого-то из них и оправдал ли он ваши надежды. Разочаровались ли вы в нем или считаете, что он не виноват, он никому ничего не должен? Погуглите своего депутата, припомните, за кого вы все эти 30 лет отдавали свой драгоценный голос. Если не вы, то ваши родители, бабушки, дедушки. Где сейчас эти депутаты? Оперируйте только фактами. Просто выпишите в 2 колонки позитив и негатив. А потом дайте оценку, кого вы привели к власти: созидателя, инфантила или разрушителя. Держите всегда в голове эту схему.
Созидатель меняет реальность в интересах общества и часто в ущерб своим собственным интересам. Инфантил старается подогнать реальность под свою собственную, удобную для него картину мира, в которой он центр мироздания, но ни за что не отвечает. Разрушитель меняет реальность под свои собственные интересы в ущерб общественным. И когда вы все это проанализируете, то поймете, что утешить мне вас нечем, потому что всеобщее избирательное право или отменят лет через 50-60, или оно автоматически самоотменится. Ведь демократии по своему хотению вряд ли зарежут эту свою священную корову. Они будут цепляться за нее, пока от нее не останутся только рожки да ножки. Но к вопросу организации общества мы еще вернемся и рассмотрим не на жизни волков или криминала, а на устройстве государства, в котором жили мои замечательные предки.